Всем привет! Дом снаружи мы украсили уже, а внутри дома у нас еще и не пахнет рождественским настроением. Больше попахивает бардаком. Здесь вот я выдвинула все наши украшения, которые у меня лежали в гараже. Вот. И здесь вот тоже у меня елка лежала, то есть елку я достала, но еще пока ничего не украшено. Сегодня пришло время украсить наш дом внутри. Камин горит. Создаем себе настроение праздничное для украшения дома. Несмотря на то, что на улице показывает где-то около 28 градусов, в доме прохладнее ощущается, 22-23, поэтому мы решили зажечь каминчик. Первым делом нужно убедиться, что елка у нас подключена и все огоньки у нас горят. Все горит, все работает. Под елочку вот есть такая вот юбочка, которая со всех сторон она там прикрывает. Здесь у меня место на камине для гирлянды, поэтому сейчас я вот здесь вот буду крепить крючки под гирлянду, которые потом легко снимаются, и они как бы безопасные. Такие вот прозрачные крючки. И здесь вот еще один крючок располагаем, чтобы держал тоже гирлянду с этой стороны. В том году тематика у нас была синяя-белая, а в этом году, так как это год белого металлического быка, хотелось бы что-то в таких вот бежево, серебристо, бронзово-золотисто, каких-то таких цветов. Желательно избегать красных цветов. Ну, красные цвета у нас немножечко присутствуют, но не так много, чтобы не сильно раздражать быка. У нас уже стало традицией в каждый год покупать символ нового наступающего года, но в этом году обычно я покупаю маленькие статуэточки, но в этом году я что-то просчитала и вот заказала такого вот слоненка, а не быка. Обычно после Нового года мы их ставим в наш такой кюрио кабинет, сейчас я покажу. Вот здесь у нас символы года: собаки, мышки, козы, свинюшки. Ну, здесь просто парочку, вот петух и обезьяна. Это просто парочку сувениров, привезенных с Аляски. Этого уже кабинетика становится мало. Возможно, придется что-то чуть-чуть побольше купить, потому что бык сюда явно не влезет. Сейчас я подвешу нашу гирлянду. Она еще пока не украшенная, потому что я ее разобрала после прошлого года. Я ее просто повешу, чтобы посмотреть, как она будет здесь располагаться, а потом уже буду ее декорировать. По-моему, у меня вот здесь вот тоже был один крючочек, надо будет мне сделать, чтобы, потому что здесь будет тяжелая часть, и немножко приподнять, чтобы огонь все-таки, хотя вот сейчас камин горит, но не скажу, что очень уж прям сильно лежат. Я разложила свои игрушки немножко по цветовой гамме, чтобы мне было легче определиться, где и что и как брать. И начну сейчас украшать снизу вверх. Наверное, решила красные не использовать, но у меня есть вот такие вот бордовые игрушки. Тоже пойдут. Сосульки на нижний ярус приделаю. Здесь я еще не все ветки распушила, но по ходу буду их распределять. Чем хорошо американские игрушки, они не бьются. Такими ярусами повесить. Мне нужно, чтобы хватило определенных цветов и на гирлянду, и на елку. Может быть, даже лучше начать с гирлянды, потому что там меньше игрушек понадобится. И в то же время легче значительно потом будет украшать елку, потому что на гирлянду нужно определенные игрушки, наверное. Наверное, так и сделаю. Сейчас я все же передвинусь сначала к гирлянде. Пытаюсь что-то сделать такое методом проб и ошибок. Пока еще нету такого видения, что именно хотелось бы, чтобы потом эта вся верхушка у меня не обвалилась. Черти, что и сбоку бантик, да? Я решила, что на этом празднике лишняя шишка. Я ее убрала. С двух сторон, наверное, вот здесь вот посадить таких вот белых птичек. Закреплю ее. Дальше можно украшать шариками, наверное. Вот эти вот где-то вот так вот сделать. Между ними шарики.
Золотистый. Так. Все, здесь я думаю, что камин я уже украсила. То есть вот эта вот гирлянда, она уже готова. Начну, наверное, я тогда вот с этих вот, с более тяжелых таких бордовых, а потом начну светлее-светлее, наверху будет больше белых у меня. Наверное, так. Попробую в этом году так сделать. Потом еще сзади тоже там украшу. Так, ну а теперь можно золотистые. Какие-то потемнее, какие-то светлее. И так стараюсь чередовать. Теперь пошли серебристые. Задний план самый последний будет. Я видела, это можно вот здесь вот. Елку можно как угодно, конечно, тут. Так. Беленьких, да. То, ну что, теперь беленькие можно. Ну что тут? Смотрю, где-то тут еще что-то может быть. Ну, можно, наверное, так как красный внизу, можно чуть-чуть сбалансировать. Здесь добавить парочку. У нас тематика белая. Я добавлю тут чуть-чуть белых веточек. Будет у нас все ближе к белому. Почему? Потому что год белого быка. Я думаю, что может хватит. Закончила я украшение нашей елочки здесь в комнате. А теперь можно посмотреть на результат. С окошка немножко засвечивает, но вот такой у нас получился камин и елка. Здесь у нас вот такой снеговик. Еще догорает наш камин. И 3 елочки, которые я тоже сделала еще пару лет назад. Это такие конусы из как пенопласта, что ли. Вот просто обшила тканью. Быка пока убрала сюда, возле елочек, потому что здесь у нас слишком уж пышная серединка получилась, и быка не видно. Вечером будет, конечно же, красивее, когда будет темно и с окна не будет засвечивать. Это еще не все. В этой-то комнате мы еще не украсили. Поэтому сейчас мы одеваем вот такой вот сарафан елочный. Это будет лучше, чем это красное. И еще одна у меня такая в другой комнате. Сейчас одеваем вот этот сарафан. А я отдыхаю. Я украшаю и отдыхаю. Сейчас. Я тут уже чуть-чуть и поеду. А я поела уже что-то. Здесь мне нужно найти под этот цветочек горшочек. У меня где-то был такой красивый вазон. Или что-то сообразить самим, чтобы он не на такой подставочке стоял, а чтобы в горшочке стоял красивым. Лампочки у нас обычно вместо эльфов, которые у нас раскачиваются на лампочках. Сейчас мы их сюда и посадим. Один. Посадим по одному, а то слишком будет много. И я их еще возле елочки поставлю. Держись. Чем хорошо, эти лампочки вообще не нагреваются. У нас они на тех сидели. Ничего. Эльфы качаются на лампочках у нас. Здесь мне нужно будет купить еще свечечку на подставку.
Этот цветочек у нас стоял в той комнате, но там сейчас стоит новогодняя елка, поэтому я решила его поставить сюда, ну и тоже немножко придать новогодний вид. И здесь у нас тоже обычно вот эти оленяшки сидят. Более-менее украсили для Нового года обе комнаты. В этом видео осталось только поговорить о последней вещи. Результате анализа, который мы сдавали с мамой, наверное, уже месяц назад на чувствительность к продуктам определенным. Результат он онлайн, он присылается под каждым аккаунтом, и ты можешь зайти на свой аккаунт и посмотреть результаты анализа на чувствительность организма к тем или иным продуктам. Это не является чувствительностью на аллергенные продукты. В данном случае аутоиммунная система вырабатывает определенные антитела на те продукты, к которым она более чувствительна. Все продукты разделяются на 3 категории. Красная категория, желтая и зеленая. Красная категория – это где реакция организма наиболее сильна. Желательно таких продуктов избегать в своем рационе, потому как они могут спровоцировать какие-то сбои в автоиммунной системе. Сразу скажу, что ни у меня, ни у мамы не оказалось ни одного продукта в данной категории. Что касается средней или желтой категории, это та категория, которая может вызывать определенную реакцию организма, но это не значит, что это какие-то очень, так скажем, сильные последствия или что-то еще. То есть это может быть ощущаться на фоне того, что хуже усваиваемость того или иного продукта, это может быть головные боли, это может быть усталость какая-то, может быть, не знаю, невосприимчивость организма к этому продукту, плохо он переваривается и так далее. Это может быть влияние на общий метаболизм организма, если часто употреблять этот продукт. Я пыталась сделать немножко, почитать больше в плане исследований, в плане того, что каким образом вот эту информацию, полученную, применить в жизни. В общем-то, основные рекомендации это в том, что если есть продукты в красной зоне, желательно этих продуктов избегать. Средняя категория, опять-таки, все зависит на усмотрение, насколько сильны те или иные симптомы. И третья категория – это мягкая зеленая категория, которая, в общем-то, это очень даже сложно определить для себя, в каком плане, что симптомы практически вообще незаметны. Мы получаем прививку своего рода, да, и организм воспринимает это как вражеское какое-то нашествие, да, и начинает вырабатывать больше антител на этот продукт. Что касается средней категории, и у меня у мамы находится 3 продукта. Я уже не помню конкретно, какие у мамы, я, может, потом посмотрю. Что касается меня, у меня в эту категорию входит бразильский орех. Для меня, в общем-то, проблем особых не создает это, потому что я небольшой фан бразильского ореха. Второе – это яичный белок, что интересно. И третье – это лима-бобы. Лима-бобы – это крупные белые бобы. Они перечисляют, в общем-то, пользу этого продукта, какие в нем в состав входят минералы, витамины и так далее. И в то же время они оговаривают, что именно можно использовать как альтернативу данному продукту. Вот что касается белка вот этого. И здесь по шкале можно увидеть, например, какая реактивность. В принципе, реакция на белок яичный, он близко у меня к мягкой реактивности. То есть он не находится близко к границе к высокой реактивности. Например, если бобы, вот можно сказать, что бобы, например, близок к высокой реактивности. Бразильский орех, ну, где-то примерно посередине. Вот. И что касается категории на мягкую восприимчивость, да, или те, которые практически, возможно, вы не увидите реакции организма, то есть это только на уровне антител можно определить, что организм действительно реагирует на тот или иной продукт. То есть вот у меня, что интересно, черная смородина. Мягкая, она находится практически близко к нормальной реактивности. Что интересно, черную смородину я люблю, и даже были планы, что если мы когда-то куда-то переедем, посадить черную смородину, потому что здесь мы ее пытались сажать, и у нас ничего не получилось. Курица, опять-таки, странно, но мягкая реакция. Сложно сказать, в общем-то, как на курицу реагирует, так скажем, организм, но можно, в принципе, перейти на индюшку при необходимости. Чикпи это что-то типа тоже бобовых. Что интересно, вот я люблю морепродукты, но опять-таки морепродукты, вот кламс, это не устрицы, а это моллюски. Вот на них тоже есть реакция. Кловс это приправка, это гвоздика. Коровье молоко.
То есть есть повод задуматься и, может быть, даже перейти на козье молоко. Но сейчас могу сказать так, что коровье молоко, в общем-то, очень часто является таким ярким, хотя вот если посмотреть коровье молоко, ну, оно тоже относительно невысокой реактивности. Карри, приправа, опять-таки я небольшой фан карри, то есть могу спокойно без нее прожить. Потом eggplants, это вот эти баклажаны. Баклажаны я больше люблю в баклажанной икре. В остальном, как бы, я к ним вполне равнодушна. Но вот что мне, как бы, так скажем, жалко, может быть, это вот чеснок и имбирь. Чеснок и имбирь часто используют в салатах. Ну и понятное дело, что он может быть такая реакция, потому что он является действительным иммунозатрагивающим продуктом, так скажем. И может быть именно поэтому при приеме чеснока возникает какая-то реакция аутоиммунной системы. Имбирь. То же самое, мы достаточно часто используем имбирь, особенно вот в такой простудный период. Мы иногда и в салаты добавляем, и в чай. Лист винограда. Ну, лист винограда, когда-то мы в детстве в далеком бабушка делала квас из листьев винограда. В другом случае, таком как вот долма или еще где-то, мы его особо не используем, поэтому я спокойно к этому отношусь. Лентил, вот это мы используем достаточно часто. Лентил – это чечевица, то есть мы делаем и супы из чечевицы. Орех, опять-таки, макадамия, я могу спокойно без них пережить. Майорам – это приправочка. Опять октопус – это вот этот, как осьминог. Что интересно, петрушка, лосось, скалопс – это тоже вот эти моллюски, соевые бобы, опять-таки сквид – это разновидность вот этого вот, есть есть осьминог, а есть тоже такой же ползучий, в общем, вот, то есть. Ну, я не скажу, что вот их я покупаю. Я люблю моллюски, да, я люблю мидии. Но вот, кстати, мидии здесь не было. Вот что касается салмон, с одной стороны, я понимаю, что это полезная рыба, но, честно говоря, очень много я съесть не могу. У меня почему-то на него возникает тошнота. Может быть, это этим выражено, я не знаю. То есть я могу, например, есть его в соленом виде, то есть я могу его засолить и немножечко там на бутерброд с удовольствием, или в виде супа, когда он вываривается и не такой жирный, я тоже его, периодически мы его готовим. Что вот интересная реакция. Ну вот, кстати, реакция на салмон, она близка практически к нормальной. Так что вот интересная петрушка. Петрушка тоже близка к нормальной. Так, что еще? Тайм, это вот, кстати, этот вот приправка чабрец. Так, сейчас я немножко уехала. Мне интересно. Чабрец, так где-то посерединке, близко к серединке ванила. Ну, не скажу, что большой фан ванилин, если только там мороженое какое-то с ванилином. Вот йогурт меня тоже удивил, но, скорее всего, йогурт связан с тем, что это связано с коровьим молоком. Вот, кстати, йогурт реактивность 37, вот мне интересно, если взять молоко. Где молоко у нас было? Коровье молоко. Коровье молоко 32. Возможно, потому что в йогурте и коровье молоко, и ванилин. Я не знаю, может быть, поэтому. И что меня еще тоже удивило, цукини. Вот. Казалось бы, мы его только едим летом, и вообще мне казалось, это такой продукт мягкий, и какая там на него может быть вообще активность и реагенность. Вот. То есть это вот основные продукты, которые выпали вот в моей категории. Что рекомендую делать? Рекомендую сделать выборочную диету, то есть попытаться исключить из диеты практически все вот эти продукты из этого списка, или можно начать с тех продуктов, которые вот именно находятся в средней группе риска. У меня получается в средней группе риска это только что белок яичный, но действительно яйца я ем, я часто делаю омлеты и так далее. И мне казалось, что, по себе я вообще не ощущаю никакой реактивности. То есть я в том плане, что я не ощущаю, что он, так скажем, доставляет мне какие-то неудобства, что, может быть, я чувствую себя более уставшей от того, что, хотя, кто его знает, я уставшая, может быть, я от работы уставшая, а может быть, действительно, потому что я достаточно часто себе утром делаю омлет, или бывает так, что вечером, если я не успеваю на работе поесть, иногда я просто отвариваю яйцо дома одно, чтобы хотя бы дать какой-то белок, но в то же время не наедаться на ночь.
Вот. Но рекомендует на месяц избавиться от этих продуктов и потом по одному продукту вводить в диету на протяжении нескольких дней и прислушаться к своему организму, каким образом организм реагирует на тот иной продукт. То есть, если реакции особо незаметны, особенно это касается вот этой mild группы, то есть совсем мягкой группы, то, в принципе, этот продукт можно вводить в питание и можно его есть. Вот. Основное, конечно же, они рекомендуют уделять внимание вот именно красной и желтой категории. То есть у меня, в принципе, слава богу, не так много этих продуктов. Что касается мамы, у мамы оказалось даже меньше продуктов в зоне, так скажем, риска, чем у меня. У нее 17 продуктов, у меня общее, по-моему, количество продуктов, которые имеют какую-то реакцию, 24. То есть у нее оказалось в средней категории, в желтой, вообще всего один продукт. Это фисташки. Мы какое-то время, кстати, покупали, и у нее где-то посередине вот этой реактивности желтой. Больше никаких продуктов у нее в этом классе вообще нету. Мягкой реактивности у нее тоже, как и у меня, черная смородина, что интересно, тоже курица, карри, чеснок, имбирь, макадамия. Но видно, как-то все же мы похожи с ней по, не знаю, ну не группе крови, потому что у нас группы крови разные. Мамочка, какая у тебя группа крови? Секрет. Секрет. Ладно, но я помню, что у нас группа крови, по-моему, отличается. Да, ее и моя отличается. Опять-таки, курица тоже является у нее в зоне мягкой, карри, чеснок, даже гвоздика, майорам. Но у нее еще гранат, кстати, находится, и розмарин. И белые грибы. Вот разница у нас только так. Но у нее тоже есть цукини. Вот, то есть у нее белые грибы добавлены, гранат и розмарин. Кстати, один раз она говорила, что она пыталась заваривать розмарин, делать себе там какой-то отвар, и плохо себя очень чувствовала после него. Может быть, это, может быть, просто не были соблюдены определенные пропорции. Вот. Ну, в общем-то, вот такая вот информация. С одной стороны интересно, с другой стороны я пыталась немножечко больше почитать по поводу того, каким образом это все же использовать в жизни, насколько это серьезно и так далее. Сразу скажу, что это действительно не те продукты, которые могут быть аллергенными или вызывать какую-то сильную аллергическую реакцию организма. Даже наоборот, это те продукты, которые вызывают выброс антител в кровь организмом. То есть это реакция примерно похожа на ту, когда вы получаете прививку, например, от гриппа, вам, так скажем, синтетическим путем добавляют в организм, так скажем, гриппозный ослабленный вирус, да, и ваше тело, борясь с этим, вырабатывает антитела. То есть это тоже примерно что-то похожее, но это говорит о том, что ваше тело воспринимает тот или иной продукт как инородное или чуждое, или, может быть, по каким-то причинам опасный для организма продукт. То есть я еще пытаюсь немножечко больше читать и как бы интересоваться тем, какие действительно могут быть последствия употребления тех или иных продуктов. Да, я в том плане имею в виду, что если мягкая категория, то есть я не так сильно волнуюсь. Средняя категория, ну у меня только что этот яичный белок, может быть он просто очень тяжело переваривает этот куриный белок. И это же касается и курицы. А на этом все, наверное. Сейчас покажу вам наши ночные огоньки и будем на этом прощаться. We